Шан-Чи, легенда 10 колец, начинается с чего бы вы думали? Конечно, с древней китайской легенды про полководца, обладавшего 10 кольцами, который благодаря им считался богом на земле и на протяжении тысяч лет правил, менял правительства стран, а также ход истории. В 96 году он отправился в какие-то ебеня, где встретил Милену из Mortal Kombat. Они начали драться, в ход пускаются волшебные кольца, которыми он почему-то не может ее победить, или просто играл в поддавки. Вот они дрались, танцевали, потом пускали шляпу, как Кунг-Лау, и в конечном итоге махания кулаками закончились, как в старой супружеской паре, сексом и женитьбой. Так родился Шан-Чи. Он работает валетом. Валет-пикер. Точнее, правильнее было бы сказать вале, французское слово, окончание не читается. И в один из дней Шан-Чи едет на автобусе на работу. И на него нападают какие-то васьки, и девушка кричит: не трогайте его, он ведь не умеет даже драться. В смысле он не умеет драться, он же азиат. Все азиаты знают кунг-фу, а африканцы умеют играть в баскет. Или воровать. Простите. И под классную энергичную музыку он с легкостью раскидывает этих лошпедов, потом выкатывается, я не знаю, финал босс, напоминающий Кана и Бараку вместе взятых. Меня во время просмотра все не покидало чувство, что я смотрю новую часть Mortal Kombat. И этот Кана Барак, когда дрался с Шан-Чи в автобусе, я вот не понял прикола с его мечом из руки. То есть иногда некоторые части автобуса он разрезал как масло с легкостью. Например, днище автобуса он просто разрезал, там вспорол и тормозной тросик разрезал, да. Но в другие моменты драки с размахами попадал по поручням, на которых просто оставлял царапины. Хотя, по идее, он должен был точно так же с легкостью их разрубывать. Драка в автобусе закончилась, победой Шан-Чи, конечно же, но у него пропал кулон, амулет с шеи, который умыкнул этот Кана Барака. Но во время драки тот обязан был сказать, что как бы, чтобы тот текал с городу, тому еще ему пизда, и его сестре тоже. И вот он отправляется к сестре в Макао со своей боевой подругой. Точнее, она навязывается поехать с ним. Но перед этим Шан-Чи раскрывает тайну своего прошлого, что с детства его готовили как машину для убийств. Он день за днем, каждый день, днями и ночами отрабатывал сотни тысяч вариантов боевых приемов и проходил жесточайшие подготовки. Оказавшись в Макао, он стал звездой, ну, по крайней мере, в тех местах подпольных боев, да, под кличкой Автобусный монстр. И в этой первой локации там есть отсылка к персонажу из Доктора Стрэнджа, он в клетке там дрался. И организатор боев говорит, что Шан-Чи надо поучаствовать в бое, а после он поможет тому найти, кого он захочет. А он как раз ищет сестру, да, и вообще она ему открытку прислала. В итоге окажется, что это не она прислала открытку, а все это план, многоходовочка, задумка выманить Шан-Чи из США в Макао. Дальше идут разговоры о пропаже отца, его находке, потом появляется отец, он пускается в воспоминания прошлого, ностальгирует, стебется над фальшивым мандарином, точнее фальшивым предводителем организации 10 колец, которого они встретят потом. И батя рассказывает о волшебных воротах, через которые им нужно пройти. Они их находят, проходят, через которые попадают в Нарнию со всякими волшебными существами и прочими фантастическими тварями. И все это пустая болтовня и вялое путешествие длится где-то час, если не больше. Нас балуют, радуют и завлекают экшеном в начале с отцом Шан-Чи, потом 2 сцены экшена с самим Шан-Чи, а дальше уже идет вот эта вот длинная болтовня, которая заставляет скучать. Единственное, что радует меня, так это то, что Marvel в этом фильме не опустилась в тупорылые низкопробные шутки с сексуальным подтекстом, там жопно-сортирный юмор. Чуть меньше, чем за полчаса до конца разворачивается финальная битва. По сути, я очень кратко и сжато пересказал вам фильм. Не благодарите и сэкономил 2 часа жизни. Но если вы фанат Marvel, вам это обязательно должно зайти. Это кино. Так как я не вижу особой разницы между, например, Шан-Чи, Капитаном Америкой, Халком, Тором или Черной Вдовой. Как по мне, оно все одно и то же. Если вам перечисленное нравится, я не вижу объективных причин, почему вам не зайдет Шан-Чи, Легенда 10 колец. Единственное, что для меня фильм показался скучнее, чем обычно других проектов Marvel, да. Возможно, настроение тоже было неподходящее или просто зря растянули хронометраж и подачу сюжета. Ну и плюс Marvel, конечно, жаждет прибыли, будет продолжать выпускать кучу подобных фильмов и свою коровку в виде фанатов будет доить до талого. Да, барашков надо стричь, пока они готовы шерстью делиться, поэтому будет выходить 5-я, 6-я или там 666-я фаза Marvel про всех второстепенных и еще каких-то там родственников, героев,
седьмой воде на киселе. В целом, если вы хотите сходить и посмотреть на экшен и классные драки, то их мало относительно основного хронометража фильма. И лучше, скорее всего, дождаться релиза фильма на носителях. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.